Вас приветствует видео без лишних слов. И сегодня у нас высокоинтеллектуальный маникюр. Мы будем стараться повторить ногти, которые создал искусственный интеллект. В этот раз мне пришел очень необычный запрос по разбору дизайна. Ведь в первые секунды он ввел меня в ступор. Я не могла понять, как кто-то смог создать настолько нереальную красоту, как оказалось в прямом смысле этого слова. Но прочитав описание, я успокоилась, ведь поняла, что ногти создала нейросеть. И лишь благодаря вашим теплым словам поддержки я решилась повторить то, что создал сверхразум. Итак, на разборе будут эти два ногтя. Начнем с первого. Если присмотреться, то видно, что ноготь перекрыт одним главным цветом – розовым. Также по краям, от центра вниз, есть блестки. И дополнительным цветом является легкая растяжка из бирюзы на кончике. Разобрать разобрали. Теперь начнем. Подбираю самый подходящий цвет основу. Розовый с мелким перламутровым шиммером. Перекрыв весь ноготь, отправляю сушиться в лампу. В это время подбираю подходящие блестки. Решила взять ярко-розовые и фотохромные от Камильфо. Их буду крепить на базу средней вязкости, поэтому 2/3 ногтя перекрываю базой средним слоем и не сушу в лампе. На мокрую базу плотно выкладываю глиттер. А если декоративные частички крупные, их можно перекрыть базой и сделать очень легкое выравнивание. Для мягкого градиента я беру витражный гель-лак с эффектом Luminous, то есть он будет еще и светиться в темноте. Поверхность над блестками перекрываю тонким слоем. В центре на кончике оставляю небольшую капельку, чтобы создать мягкую растяжку цветом. За счет этого на кончике создается ненужный объем, но это все компенсируется, когда проведем выравнивание ногтевой пластины. Объемы сравняются, а ненужное можно спилить. Поэтому весь ноготь перекрываю тонким слоем базы. Объемную каплю оставляю у кутикулы и выравниваю этот переход. Подсушив в лампе, если необходимо, производим опил, а я же решила добавить еще блеска в виде хлопьев юки. И наступает заключительный, самый ответственный момент. Сможем ли мы повторить эффект, созданный нейросетью? Для этого мне понадобится топ, но не абы какой, а специальный. Какой именно, с какими свойствами, я расскажу при разборе следующего ногтя. Также моим сегодняшним помощником будут ромбы. Обычные фольгированные ромбы для дизайнов. Цвет не важен, но я беру яркий для удобства раскладки, чтобы не сливался с ногтем. Наношу топ на ноготь средним слоем. Выкладываю ромбы по мокрому топу. Единственная выкладка. Нельзя вот так вот кучей накидать ромбы на ноготь, а потом их совать и расставлять в нужном порядке. Ведь они нагребают ненужный материал, тонут и наплывают друг на друга. Поэтому нужный эффект в результате не получится. Выкладываем по штучке в нужное место и можно аккуратно поправить. Так заполняем всю поверхность. Когда весь ноготь полностью заполнили, отправляем сушиться в лампу на 2 минуты, можно даже на 3. И после полной просушки убираем декорированные частички. Снимаются они очень легко. Я пользуюсь пинцетом, но это можно сделать как апельсиновой палочкой, так и любой другой ковырялочкой. Ну и что-то да получилось. Но полный результат все же посмотрим в самом конце, когда сделаем оба ногтя. Ну так, чтобы для полноты картины. А пока переходим к разбору следующего. Здесь также практически полный ноготь с розовой основой. Сверху также присутствует растяжка из бирюзы, а на кончике ярко выраженный глиттер. Вроде как все легко, поэтому начинаем. Перекрываем 2/3 ногтя розовой основой. А теперь необходимо подобрать соответствующий цвет для растяжки.
Если же такого нет, можно взять обычную подходящую по цвету втирку для ногтей и белый гель-лак или молочную базу, в зависимости от того, что вам необходимо повторить. Остается смешать эти два ингредиента и нанести на ноготь. Кстати, цвет получается максимально плотный. Смесь плотно наношу на 1/3 ногтя. А затем с помощью кисти для градиента делаю растяжку. После просушки от центра к кончику промазываю базой, на которую наношу фотохромный глиттер от Камильфо. А фотохромный он потому, что под разным освещением цвет блеска кардинально меняется. Ложится он плотно и плоско, не создавая дополнительного объема. Просушили, а теперь весь ноготь перекрываем тонким слоем, материалом, которым делаем выравнивание. Ноготь высох, теперь беру клинсер. Безворсовой салфеткой и обезжиривателем тщательно протираю всю ногтевую пластину. И вновь мне понадобится пигмент. Втирки бывают обычные цветные и с металлическим эффектом. Обычные цветные дают плотный цвет с хромовым эффектом. Втирки супер, минимальное количество пигмента и втирает в сухой ноготь без специальной подготовки. А есть более прозрачная пыль, которая дает металлический эффект. Именно ее я использовала как цвет-основу и сейчас наношу в то же место, но уже в качестве втирки. Данный цвет прибиваю на верхнюю часть ногтя, а на вторую часть ногтя беру тот же металлический пигмент, но другого цвета. Также аккуратно прибиваю пыль. А затем сухим пальцем втираю ее в ноготь до получения зеркального эффекта. Как видите, цвет пигмента не плотный, поэтому весь наш предыдущий глиттер просвечивается. Теперь втирку необходимо закрепить. Совет: используйте отдельный топ для подобных дизайнов. Ведь маленькие крупицы блеска все же цепляются на кисть, и последующие дизайны у вас будут хочешь не хочешь, а блестящие. Перекрыли, высушили. И завершающий этап для повторения эффекта из нейросети. Перекрываем весь ноготь топом. И сейчас я расскажу, какой именно необходимо брать. Подойдет лишь жесткий топ средней вязкости. Резиновый, то есть каучуковый, не подойдет. Они мягкие, гибкие и держать грани, форму и легко отделяться от металлических ромбиков не смогут. Также материал необходимо нанести средним слоем, можно даже добавить небольшую каплю для выравнивания. Так, после ромбов останутся четкие грани. И по мокрому выкладываем ромбы. Остается заняться любимым делом, это отколупыванием всего ненужного. И вот теперь можно посмотреть на результат. Конечно, как бы я ни старалась, передать то, что я вижу вживую через камеру, тяжело. Но, как по мне, что-то в этом есть. Что-то очень даже похожее на запрос. И давайте все же вспомним, какой запрос был, что необходимо было повторить и что получилось в итоге. Жутко хочется узнать ваше адекватное, объективное, здравое мнение. Ведь не забывайте, что картинка-запрос создана искусственным интеллектом, а не человеком. Удалось ли мне повторить? Или что бы вы изменили? Я же уже отдельно решила сделать более крупные грани. Мне кажется, так мне нравится больше. А тебе? Надеюсь, видео понравилось, было полезным. Поэтому поставь лайк или дизлайк, чтобы я понимала, как тебе заходит этот формат, и напиши комментарий. А главное, не переключайся, ведь дальше больше. Всех с весной! Целую, люблю, бывайте!